Привет, друзья! Сегодня в Европе сразу несколько событий, которые способны изменить политический курс и затронуть миллионы людей. Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в открытую дискуссию с Брюсселем, требуя сократить бюрократию. В Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупреждает о наиболее серьезных вызовах для Европы со времен Второй мировой. Польша продлевает контроль на границах с Германией и Литвой, усиливая напряжение внутри Шенгена. Тем временем в Берлине обсуждают жесткие правила для получателей бюргергельд, фермеры бьют тревогу о нехватке продовольствия, а сравнение экономики Германии и Испании вызывает новые вопросы о будущем Евросоюза. Все эти события я разберу подробно, а значит будет интересно до самого конца. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски и оставаться в курсе главных событий Европы и Германии. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал бюрократическую деятельность Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Он заявил, цитата, «Это просто слишком много», имея в виду чрезмерное количество правил и норм, которые, по его мнению, тормозят развитие экономики и мешают конкурентоспособности. Мерц подчеркнул, что Европейский Союз должен заняться не только вводом новых правил, но и активным решением отмены избыточных регуляций. Он намерен поднять этот вопрос на предстоящем неформальном саммите в Копенгагене, требуя от европейских институтов взять на себя ответственность за снижение бюрократической нагрузки. Канцлер уже ранее критиковал комиссию за ее постоянную тенденцию к ужесточению регулирования даже после смены Европарламента. Он сравнил работу евроинституций с машиной, которая под давлением продолжает работать без остановки. До сих пор фон дер Ляйен официально не ответила на критику, в ее окружении отмечают, что подобные заявления могут быть объяснены внутриполитическим давлением на Фридриха Мерца в Германии, но говорят также, что комиссия уже предлагала инициативы по дерегуляции, которые еще должны быть одобрены национальными правительствами и парламентами. Конфликт интересов между Берлином и Брюсселем, между Фридрихом Мерцем и Урсулой фон дер Ляйен приобретает публичный статус. Мерц явно хочет усилить роль Германии в формировании европейской политики и сопротивляется тенденциям к централизации власти в Брюсселе. И это только начало. Датский премьер-министр Метте Фредериксен предупредила, Европа находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны. Во время неформального саммита Европейского Союза в Копенгагене она сравнила нынешнее состояние с межвоенным периодом и отметила тревожные параллели, растущую нестабильность, волны дестабилизирующих действий, давление на демократию. Фредериксен отметила, что сегодня Европа сталкивается с гибридным давлением, где применяются дроны, кибератаки и воздушные нарушения, часто в разных странах одновременно. По ее словам, если смотреть только на отдельные инциденты в Польше, Прибалтике или Германии, можно упустить закономерность, стратегическую диспозицию, которая показывает, что угроза носит системный характер. Она призвала лидеров Европейского Союза действовать быстрее, наращивать обороноспособность, усиливать готовность и солидарность государств. Фредериксен подчеркнула урок истории. В прошлой демократии не поспешили укрепляться и в результате оказались уязвимыми. Сегодня ошибка того же рода недопустима. Таким образом, Европейский Союз стоит перед выбором решить, готовы ли европейские страны реагировать оперативно и объединенно, чтобы защитить свои ценности, границы и безопасность в условиях постоянной геополитической турбулентности. А теперь внимание, дальше события становятся еще напряженнее. Польша решила продлить пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Контрольно-пропускные меры были введены в июле этого года и первоначально планировались до 4 октября. Но власти в Варшаве заявляют, что они необходимы для контроля миграционного маршрута, ведущего из балтийских стран через Польшу в Западную Европу. Министр внутренних дел Польши Марчин Киринский указал, что пограничники уже задержали лиц, пытавшихся нелегально переправить мигрантов на Запад. По информации, за первые 8 месяцев этого года на белорусско-польской границе зарегистрировано, внимание, почти 25 тысяч попыток нелегальных пересечений. На границе с Литвой также выявлено задержание около 500 человек, незаконно прибывших из Литвы. Польша и Европейский Союз обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов к границам Европейского Союза.
Представители Германии критикуют решение Польши, указывая о возможных последствиях для свободы передвижения и сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Таким образом, пограничные меры Польши остаются строгими, и они будут действовать еще не меньше 6 месяцев. Это решение дополнительно осложнит миграционную политику в Европе и отношения соседних стран. Следующая тема заставила многих задуматься. Министр труда Германии Берпель Бас, Социал-демократическая партия Германии СДПГ и канцлер Фридрих Мерц ХДС объявили, что реформа пособия Бюргергельд станет делом на высшем уровне их общего управления. Бас заявила, что разногласий внутри коалиции сейчас нет, оба руководителя выступают за то, чтобы больше людей возвращались к работе, а те, кто отказывается, ждут более строгие санкции. Проект закона над этой реформой был разработан летом. Сейчас главная задача – это выработать тот внутренний консенсус в правительстве, прежде чем представить его общественности. При этом финансовый план на 2026 год предусматривает увеличение расходов на социальные нужды примерно до 197,4 миллиарда евро. Но сам бюджет Бюргергельд при этом хотят уменьшить порядка 1,5 миллиарда евро, в том числе за счет того, что новые прибывшие лица будут получать только выплаты для ищущих убежище. Среди союзников министра Берпель Бас это секретарь ХДС Карстен Линнеман, который призывает вместо мелких шагов перейти к глубокой реформе системы. Бас также подчеркнула, что защита пенсионного уровня остается важным элементом. Нынешний уровень в 48% сохранится до 2031 года. Критики реформы уже выступают, представители от левых и зеленых обвинили правительство в социальной несправедливости. Но это еще не главный поворот событий. В Германии обсуждают тревожные данные о падении продовольственной самодостаточности страны. Согласно экспертным оценкам, Германия обеспечивает себя едой лишь, внимание, на 83%. Это значит, что почти пятая часть продукта поступает за счет импорта. Особенно зависимым остается рынок овощей и фруктов, значительная часть которых приходится завозить из-за рубежа. Фермеры сообщают, что урожай в этом году оказался хуже ожидаемого. Весной в северо-восточных регионах наблюдалась сильная засуха, а в июле проливные дожди, из-за которых уборка задерживалась неделями. В итоге часть пшеницы не подошла для хлеба и была реализована как кормовое зерно по более низкой цене. Президент немецкой ассоциации фермеров Йохан Рюквиет предупреждает, ситуация ставит под вопрос продовольственную устойчивость. Профессор аграрной политики Штефан фон Крамер из университета Геттингена добавляет, что изменение климата делает риски еще более серьезными. Частые засухи, ливни и вредители, способные подрывать целые отрасли. Перед Германией сегодня встает вопрос, усиливать ли поддержку сельского хозяйства или мириться с растущей зависимостью от импорта. И здесь начинается самое интересное. Следите внимательно. Экономика Германии продолжает стагнировать. Я вам об этом говорил. В то время как экономика Испании сейчас демонстрирует рост. В 2024 году валовой внутренний продукт Испании увеличился на 3,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. В то же время экономика Германии в том же году сократилась на 0,2%, продолжая тенденцию спада, наблюдавшуюся и в 2023 году. Одной из ключевых причин экономического подъема в Испании называют миграцию. Приток трудовых мигрантов способствует увеличению рабочей силы, что в свою очередь стимулирует потребление и рост экономики. Испания также получает значительные средства от Европейского Союза, что поддерживает ее экономику. В Германии ситуация совершенно иная. Высокие энергетические расходы, снижение промышленного производства и нехватка квалифицированных кадров оказывают давление на экономику. Кроме того, неопределенность мировой политики и экономики также сказывается на деловой активности в стране. Таким образом, несмотря на общие экономические вызовы в Европе, Испания демонстрирует положительные результаты, в то время как Германия сталкивается с рядом структурных проблем, замедляющих ее экономический рост. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.